Покер — это, безусловно, игра мастерства. Однако в моменте за столом запросто могут накатывать такие эмоции, что сдерживать их становится просто нереально. Адреналин зашкаливает, в глазах мутнеет, и руки сами сжимаются в кулаки. С вами Академия покера. Сегодня мы покажем, к чему могут приводить нервные срывы за покерными столами. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Балканский покерный тур. По умолчанию фестиваль не для слабонервных. Суровые ребята из Центральной Европы совсем не похожи на дружелюбных и миролюбивых южан или американцев. Для них любое соревнование — это не просто выяснение, кто здесь лучший. Здесь важно показать свое превосходство любыми средствами, независимо от их легальности и этичности. В 2020 году, несмотря на бушевавшую пандемию ковид, чешское казино в Развадове как раз приняло Балканский покерный тур. Главное событие было в разгаре, когда за одним из столов началась словесная перепалка между двумя соперниками. Доподлинно неизвестно, что стало причиной инцидента. Ходят слухи, что один назвал другого читером, обвинив в сговоре с персоналом казино. Ля ты крыса! Участники не собирались сбавлять обороты и в какой-то момент набросились друг на друга. Остальные игроки решили не оставаться в стороне. Они хватали стулья и готовились к активным боевым действиям. Лишь истошный вопль турнирного директора, просившего остановить массовую потасовку, спас ситуацию. После этого участники вернулись за столы. У нас нет имен, что стоит признать положительным моментом. Защита личных данных в индустрии ценится высоко. Однако пикантность в том, что зачинщиками, по слухам, были представители Сербии и Болгарии, двух стран с не самой простой историей личных взаимоотношений. Естественно, оба игрока были мгновенно выдворены из казино. Тот, кто нанес первый удар, получил пожизненный бан на участие в Балканском туре. Его соперника отстранили всего на год. В SOP Circuit – младшая серия под брендом мировой серии, которая проходит во множестве локаций. Конечно, внимание она приковывает меньше, чем летний фестиваль в Вегасе, зато страсти на ней бушуют нешуточные. В феврале текущего года в рамках SOP Circuit в казино Чирокки произошел инцидент. Когда в главном событии оставались всего 65 участников, случилось что-то непонятное. Мужчина с длинными волосами неожиданно опрокинул стол. По полу разлетелись карты и фишки участников, но никто толком не осознавал, что вообще произошло. А затем перевернутым оказался еще один стол, а затем еще один. И только после третьего разрушенного стола охрана и другие участники среагировали и уложили дебошира. Причем на видео заметно, что злоумышленника пришлось защищать от игроков, которые остались без фишек и гарантий, что получат назад свои стейки в полном объеме. Если бы не охрана казино, дебош мог перерасти в самоуправство. Оказалось, что виновник инцидента даже не был участником турнира. Судя по всему, молодой человек имеет проблемы с психическим здоровьем. По крайней мере, такой вывод напрашивается из контекста. Переворачивая столы, он орал, что ему приказал это сделать Всевышний. Турнир приостановили на несколько часов, чтобы сотрудники смогли по крупицам восстановить стейки игроков, опираясь на видеозаписи. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Ладно, мы уже смирились, что соперники по столу вполне готовы подраться. Поводов для этого может возникнуть миллион. От переезда до тупого, но сработавшего блефа, от слоу-ролла до насмешки над трусостью оппонента. В этом же видео ситуация, мягко говоря, иная. Жертвой агрессии стал дилер. Доподлинно неизвестно, что вызвало гнев игрока. Вероятно, поводом стал неудачный ранаут, так как сложно представить другие мотивы. Тем не менее, каждому посетителю офлайн-заведений должно быть очевидно. Дилер — это всего лишь инструмент, своего рода генератор случайных чисел. Он никак не заинтересован ни в победах, ни в поражениях соперников. Естественно, ни о каких умышленных бэтбитах не может идти речи. По крайней мере, не в таком легендарном казино, как Ария. Очевидно, мужчина больше никогда не войдет ни в одно заведение Лас-Вегаса, тем более, что он и раньше обвинялся в некорректном поведении и оскорблениях персонала. И снова казино Ария, переполненный зал. Но тут у нас все в порядке. Драка происходит между игроками. Мы не знаем причин.
Не знаем имен участников. Видны лишь крепкие мужские объятия, разжать которые едва могут два огромных охранника. Впрочем, эта ситуация смотрится не так уж брутально. Вероятно, противостоят друг другу не опытные бойцы, а просто раздосадованные каким-то триггером ребята. Ты просил тебя втащить, пожалуйста, тебя. И все равно еще раз обозначим свою позицию. Насилие в любом виде – это плохо. Хотите подраться? Добро пожаловать на ринг, надевайте защиту, перчатки и в бой. За покерным столом не место дракам. Если уж совсем не имется, стоит ограничиться словесным потоком в стиле Фила Хельмута. Tony, can you please shut up? Мы не знаем героев следующего эпизода. Да, пожалуй, и не хотим знать. Главное, чтобы их имена точно были в международной базе казино, а персонал разворачивал их уже на подходе к заведению. Причина конфликта неизвестна. Благодаря съемке наблюдателя мы можем видеть уже самый разгар драки. Один соперник старается ударить другого в лицо. Второй не находит ничего лучше, чем взять в руки увесистый стул и попытаться проломить оппоненту голову. Далее мы видим уже более спокойную сцену, которая быстро сменяется очередной агрессией. Второй участник оскорбительно высказывается о матери первого. Это, естественно, провоцирует очередной всплеск эмоций. Оскорбленный игрок бросается в драку, провокатор же берет еще более увесистый столик и снова бьет противника по голове. Впрочем, тут же получает разряд электрошокера от охранника и успокаивается. Нет, такой покер нам точно не нужен. А вам приходилось быть свидетелями покерных драк? Расскажите об этом в комментариях. Делитесь видео с друзьями. Пусть оно станет антипримером поведения в покерных румах. А если вы предпочитаете учиться на чужих ошибках, обязательно смотрите видео о самых дорогих покерных просчетах в истории. И не повторяйте их. Пока!